Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Ну что, без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Сразу анекдот вспоминаю, когда Винни-Пух и Пятачок плывут в лодке. Винни-Пух на веслах, а Пятачок задремал. Винни-Пух изо всех сил бьет Пятачка веслом. Тот просыпается, ничего понять не может. А Винни-Пух говорит: «Что, свинья, не спится? Ну на, погреби». Вот мне тоже не спится, потому что мне прислали отходы со швейной фабрики. Надо их просмотреть и придумать, как лучше использовать. Часть лоскутов – это длинные полоски, с ними мы поработаем отдельно. А сейчас займемся небольшими деталями. Для нашей работы идеально квадраты 10 на 10 сантиметров, но подойдут кусочки и неправильной формы, и немного меньше. В качестве основы возьмем кусок плотной джинсовой ткани. На основе отметим середину и нарисуем вспомогательные линии. А вот теперь показываю самый главный секрет шитья таких ковриков. Обязательно нужен приставной столик. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Иначе края будут вытягиваться и деформироваться под своей тяжестью. В центр основы поместим кусочек ткани и начнем закрывать его сложенными кусочками ткани. Как складывать? Сначала пополам, потом подгибаем один край, затем другой. Получается острый кончик, клювик в 60 градусов. 6 клювиков, уложенных по кругу, как раз закрывают середину. Вторым слоем мы закрываем промежутки между деталями предыдущего ряда. Перед началом работы мы оцениваем количество заготовок и шить начинаем с того цвета, которого меньше всего. Закончили шить одним цветом, приступаем к следующему. Знаете, есть одна притча. Шел как-то Будда со своими учениками по дороге. Видит яма, в ней вол. Крестьянин пытается его вытянуть, но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут дальше. Снова яма, в ней вол. На краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошел мимо и как бы не заметил. Ученики его спрашивают: «Учитель, а почему ты не захотел помочь этому крестьянину?» «Чем помочь? Помочь плакать?» — ответил Будда. Вот такие мы рукодельницы. Когда работаем, много думаем и становимся философами. Вы уже заметили, что наша основа квадратной формы. Мы не будем отрезать углы и тоже их заполним.
Когда вся основа зашита, подровняем ее и отрежем лишнюю ткань. А затем обработаем открытые срезы бейкой, прямой полоской ткани шириной 4 см. Сначала пришьем ее к лицевой стороне коврика. Потом отогнем, дважды подвернем и пришьем. Здесь очень много слоев ткани, поэтому шьем осторожно. И получился у нас прекрасный коврик. Его размер 55 на 55 сантиметров. Его можно постелить в любимое кресло. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!